Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. Сегодня я подготовил для вас новый рецепт. Это будет не мясо и не колбаса. У меня на канале напряженка с рыбой. Поэтому я сегодня поделюсь с вами рецептом приготовления рыбы. И не просто рыбы, а рыбы горячего копчения. Вот такую рыбу я приготовил в этот раз. И в этом видео я поделюсь с вами рецептом. Вот такая прекрасная рыба горячего копчения у меня получилась. Готовил я ее в коптильной камере. Это вот именно то, что я хотел получить. Это была моя мечта. Это именно того, чего мне не хватало. Рыбу я люблю, а рыбу холодного копчения я просто обожаю. Если вам интересно посмотреть, как это получилось у меня, вы можете, используя этот видеорецепт, приготовить такую рыбу своими руками у себя дома. Обязательно досмотрите это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Итак, друзья, буду готовить рыбу горячего копчения. Среди всего многообразия рыбы на Средиземноморском побережье я взял что попроще, то, к чему я более-менее привык, проживая на материке. Это хек, мерлуза по местному названию. Вот так она почищена. Я убрал чешую, убрал лишние косточки здесь, плавнички. И вот таким образом я ее подготовил. Здесь у меня 2 хека по 500 грамм. Значит, это пеленгас. Тоже более-менее знакомая мне рыба. Здесь это носит название кефаль. На рыбном рынке взял свежую, он тоже почистил, обработал. И где-то примерно по 500 грамм тоже 2 рыбы. Значит, здесь всего у меня 2 килограмма рыбы. Солить я буду ее мокрым посолом, то есть в соляном растворе, так называемом тузлуке. Я взял 6% раствор соли, то есть это на 1 литр воды я взял 60 грамм соли и 10 грамм сахара. Вот такой тузлук у меня будет. Значит, на 3 литра воды я вскипятил воду, остудил ее до комнатной температуры и в 3 литрах воды растворил 180 грамм соли и 30 грамм сахара. Теперь я заливаю рыбу этим тузлуком и поставлю в холодильник. Температура там у меня плюс 4 градуса на 10 часов. И после этого я проведу обсушку и горячее копчение. В этом контейнере 3 литра воды соляного раствора. И теперь я убираю в холодильник. Итак, прошло 10 часов. Вот так вот я обвязал рыбу, слегка ее протер салфеткой. Теперь на 2 часа при комнатной температуре под вентилятор, чтобы она теплилась до температуры хотя бы 18-20 градусов внутри. А потом в камеру на обсушку и горячее копчение. Итак, я поместил рыбу в коптильную камеру. Коптить рыбу я буду вот в такой вот коптильной камере полного цикла. Это коптильная камера от интернет-магазина Craftmaster. Интернет-магазин Craftmaster предоставил мне эту коптильную камеру для работы и тестирования. Моя коптильная камера укомплектована вот таким вот дымогенератором с водяным охладителем и емкостью для сбора конденсата. У меня на канале есть подробный обзор этой коптильной камеры. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылочка, перейдя по которой вы можете подробно ознакомиться со всеми параметрами и характеристиками этой коптильной камеры. Это коптильная камера-малютка. Емкость ее 65 литров, загрузка где-то 8-10 килограмм. В описании к этому видео я оставлю ссылочку на интернет-магазин Craftmaster, перейдя по которой вы можете прямо на сайте интернет-магазина ознакомиться со всем модельным рядом, со всеми параметрами, характеристиками и ценами. Первый этап — это этап обсушки. Сейчас внутри рыбы 22 градуса. Я выставлю в камере 40 градусов температуру и буду сушить до достижения 30 градусов внутри. Моя задача, чтобы достигла шкурочка вот эта сухая, она 2 часа подсохла в кухне при комнатной температуре под вентилятором. В принципе, этап обсушки пройдет быстро. Значит, на этапе обсушки открыт вот этот вот клапан отверстия вытяжки, пустой дымогенератор. Краник дымогенератора открыт, и воздух будет поступать через дымогенератор.
На этапе обсушки сейчас у меня 22 градуса внутри рыбы. Я выставил 40 градусов контрольную температуру. И после ее достижения я перейду к этапу горячего копчения. Прошло 40 минут, наверное. Температура 34 внутри рыбы. Достаточно медленно идет подъем температуры в процессе обсушки. В камере 40 градусов. Сейчас посмотрим визуально. Поверхность идеально сухая. Прямо такая корочка образовалась. Щипаем 2/3. И обычной газовой горелкой поджигаем. Пошел дым. Температура внутри 36. Я выставил температуру в камере 70. И начался этап горячего копчения. Так, температуру готовности я поставлю 65 градусов. Так. Идет подача дыма в камеру. Крышка камеры сгорания открыта. Ну а в охладитель я налил холодной воды. Дым будет охлаждаться, и лишний конденсат со смолой будет выпадать в отстойник. Вот таким образом это работает. Итак, прошло 1,5 часа. Температура достигла 65 градусов. Температура в камере 70. Закрыл дымогенератор крышку. Перекрыл поступление дыма в камеру. Ну и сейчас будем смотреть. Вот такая вот рыбка получилась. Цвет прекрасный. Мягкая такая. Ну, сейчас дадим ей остыть. Вот так минут 30-40 рыбка у меня пролежала в контейнере. Она остыла. На ощупь, конечно, такая еще мягкая. Ну, а теперь я отправлю ее в холодильник как минимум на сутки для стабилизации. Так, рыбка провела в холодильнике практически сутки. Ну и пришло время дегустировать. Она стала такая более плотная. После копчения она была мягкая. Теперь, конечно, ну вот температура 65 градусов. Сейчас будет подвергаться проверке. Так, ну начнем с хека. Ну вот так, друзья, рыбка выглядит в разрезе. Хек рыба такая, она плотная. Мясо отлично отделяется от кости, посмотрите. То есть абсолютно готово. Хек это нежирная рыба. Вот такая структура мяса. В принципе, это то, что я хотел получить. Да, на вкус это, конечно, вот это вот то. Это то, о чем я скучал. Но теперь у меня в руках есть возможность. Я буду регулярно баловать себя и своих близких рыбкой горячего копчения. Рыбы разные тут достаточно, поэтому будем экспериментировать. По соли получилось отлично, именно 6% раствор, то есть 60 грамм соли на литр воды и 10 часов, ну максимум 12, и рыба хорошо просаливается, несмотря на то, что хек это такая рыба с плотной структурой мяса. 6% раствор это моя норма соли. Если вы любите более соленую рыбу, ну сделайте 80 грамм соли на литр воды. Ну и температура внутри 65 градусов это то, что было необходимо проверить и получить результат. В принципе, я полностью доволен. Ну а теперь возьмемся за кефаль, ну пеленгас. Кефаль, она более интеллигентная рыбка, полегче, чем хек. Это мясо более мягкое, более нежное. Шкурка отделяется, отлично. Посмотрите, мясо нормально отходит от кости, рыба абсолютно готова.
структура более такая нежная и более жирная рыба, чем хек. Отлично. Вот так. И тоже мясо по консистенции. Ну, пелингат более жирная рыба, поэтому мясо более нежное. По соли на мой вкус все отлично. Но опять же, соль это ваш вкус. Отлично. Результат меня абсолютно устраивает. Температура 65 градусов для этой рыбы вполне нормально. Ну, может быть, 62. Ну вот, в принципе, на этом и все, дорогие друзья. Рыбка получилась отменная. Я доволен результатом. Если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал Food Court, жмите на колокольчик, и вы всегда будете первыми получать уведомления о всех новых рецептах на моем канале. Ну а с рыбой я еще буду продолжать. До скорых встреч, дорогие друзья.